Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю вот такой каравай, буду его выпекать и украшать. Это видео рассчитано для тех, кто не имеет абсолютно никакого опыта работы с караваем. То есть здесь я буду показывать, как в очень быстрые сроки, не имея абсолютно никакого опыта, испечь и вот так украсить праздничный каравай, будь то на юбилей, на свадьбу. И, как я уже сказала, именно для новичков. Для опары я беру 360 мл молока теплого. Туда же я отправляю 50 грамм сахара, 21 грамм сухих дрожжей, по 7 грамм вот здесь у меня каждая пачка. Если свежих дрожжей будете брать, то следует брать примерно 65 грамм. И чтобы они были, конечно, комнатной температуры и свежие тоже эти дрожжи, срок годности, чтобы у них был еще очень даже хороший. 200 грамм муки просеиваю туда же. Здесь очень важный момент. Вот тот период, когда мы смешиваем дрожжи, сахар и молоко, я, конечно же, здесь не стала полностью весь показывать, но дрожжи в молоке должны полностью раствориться. Вот это очень важно на данном этапе, потому что кто-то не понимает, что их нужно растворить по куличам, мне так некоторые писали в комментариях, поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Отставляем в сторону, примерно на полчаса. В теплое место. Здесь у меня тепло в помещении, поэтому я ставлю на столе. Просеиваю сейчас в большую емкость 1 килограмм 300 грамм муки. То есть в общей сложности на все это тесто мне понадобится 1,5 килограмма муки. Восемь яиц среднего размера. От этой яичной массы я отделяю 2 желтка на смазку. Сразу же в эти желтки я отправляю 4 столовые ложки молока. Перемешиваю очень хорошо, чтобы уже вся эта масса объединилась. И отставляю эту желтковую массу в сторону, накрыв ее сверху либо пищевой пленкой, либо, как в моем случае, блюдцем я накрою, чтобы она не заветривалась. В оставшуюся яичную массу я отправляю 1 чайную ложку соли, 16 грамм ванильного сахара и 400 грамм сахара. Все это я хорошо перемешиваю просто до однородности. Сейчас я отправляю туда же 200 грамм размягченного сливочного масла, ни в коем случае не горячего и не холодного, теплого. Все это перемешиваю. И сейчас все эти массы я отправляю в муку. Все продукты, как я уже сказала, комнатной температуры должны быть. При работе вот с таким дрожжевым тестом в помещении, где вы работаете, не должно быть сквозняков. И температура должна быть тоже такая теплая. Опару тоже туда же отправляю сейчас. Все это перемешиваю просто плотной силиконовой лопаткой до объединения всех этих ингредиентов. Конечно же, можно использовать и деревянную лопатку. Также вы все это можете вымешивать и в тестомесе. Здесь я показываю элементарнейший ручной замес. Тесто очень хорошо объединяется. Сейчас сразу же выкладываю все это на стол и буду вымешивать примерно 10 минут это тесто на столе. Здесь я делаю двойную порцию этого теста, потому что мне нужно будет показать вам разрез этого каравая. Если же вы будете замешивать одну порцию, вымешивать его здесь следует где-то 7-8 минут. Этого будет достаточно. Повытягиваю тесто и немножко поотбиваю также это тесто, чтобы оно стало более таким эластичным. Если у вас есть тестомес, можно все это делать в тестомесе. Отправляю сейчас тесто для подъема примерно на 1 час, чтобы тесто увеличилось у меня вдвое. Все это будет зависеть от качества ваших дрожжей, от температуры в вашем помещении, примерно вот так вот. Можете ставить это в разогретую до 30 градусов духовку, можете в микроволновку разогретую ставить.
Прошел у меня примерно час. Обминаю это тесто и опять убираю для следующего подъема примерно на час-час 20. Как я уже сказала, зависеть это будет все от ваших продуктов. Тесто уже очень податливое. Здесь, конечно, можно добавить и цукаты, и изюм. Это же тесто можно и на булочки использовать. Убираю. Прошло у меня примерно около часа 20 минут. Здесь я просто замешкалась и занималась своими делами. И вот так оно хорошо уже поднялось. Разделяю сейчас примерно на 2 равные части. У меня здесь будет 2 каравая из этого количества теста. Один, чтобы вам показать для разреза, я это делаю намеренно, а другой я буду украшать. Мне нужен он будет на свадьбу. И сейчас убираю ту часть теста, с которой я не буду работать, опять накрыв ее этой зеленой миской. Та часть теста, с которой я работаю, 1/3 я отделяю, и из этой 1/3 я формирую такой шарик. Из оставшегося теста я делаю примерно по 100 грамм вот такие булочки, такие шарики, и обкладываю этот центральный колобок. Осталось у меня 2 вот таких вот булочки, кладу их по бокам и оставляю примерно на 40-50 минут на расстойку. И со второй частью теста я делаю то же самое. Вот эти у меня сейчас булочки остались. Почему здесь булочки, конечно, гораздо меньше, чем у первого каравая остались. Итак, спустя 40-50 минут вот так вот поднялось тесто. Здесь это количество теста рассчитано в принципе для того, почему 2 эти булочки остались, чтобы сам вот этот центральный колобок сделать, во-первых, побольше, а во-вторых, из вот одной из этих булочек можно надставить как бы 2-й этаж на этом центральном колобке. Я надеюсь, что я понятно объясняю. И из оставшегося количества теста подкатать такие маленькие шарики и разложить их между вот этими булочками. Тогда каравай будет более богато выглядеть и более фигурным. Убираю сейчас выпекаться первый на 35 минут. Посыпала булочки миндальными лепестками. Это просто для примера здесь. Режим вверх-вниз без конвекции буду выпекать. Здесь то же самое. Подошло это тесто. Если вы новичок, лучше эти булочки испечь отдельно. Выпекаю 35 минут, 30-35 минут, режим вверх-вниз без конвекции. Я все это напишу в описании под видео. В моей духовке этого уже будет достаточно. Вы же смотрите по вашей духовке. Булочки эти тоже, конечно, увеличатся сейчас в объеме, поэтому, чтобы сохранить целостность границ самого каравая, лучше их испечь отдельно, если вы их не будете использовать именно в украшении самого этого каравая. Видите, как они увеличиваются в объеме. Итак, первая часть у меня выпеклась спустя 35 минут. Сами булки, конечно, нужно печь более короткий период. В моей духовке они пекутся, примерно 20 минут. Поэтому, пока у вас стоит на расстойке большой каравай, вы можете их испечь заранее за 20 минут. Пока большому тесту у вас понадобится больше времени. Я вот это имею в виду. Либо же украсить им каравай, как это и было изначально в этом рецепте запланировано. Несмотря на то, что булочки выпекались дольше обычного, потому что так уж им пришлось выпекаться, они волокнистые и очень вкусные. Сейчас еще в не до конца остывшем виде разрезаю вам первый каравай, чтобы вам показать. Он очень нежный, очень мягкий получается, очень долго не черствеет. То есть его хранить так же, как кулич, можно положить в целлофановый пакет для пищевых продуктов и также слегка приоткрыть ему верх, и он будет у вас идеально сохраняться. Смотрите, вот так он выглядит на разрезе сразу после выпекания. Покажу, как отламываются эти булки. Очень удобно, когда даже каравай, чтобы просто юбиляр или молодые отломили себе вот по одной части. Их удобно держать и очень удобно кушать также.
И вот эти оставшиеся булочки, то есть ими можно надставить каравай и разложить между вот этими маленькими булочками. Волокнистое тесто получается очень ароматное, очень красивое и необыкновенно просто вкусное. Вот для этого я здесь и выпекла двойную порцию, чтобы просто поделиться с вами, показать вам и на разломе, и в разрезе все, чтобы вы все полностью посмотрели. Выпеклась вторая часть теста. Сейчас я ее буду украшать. Вот так выглядит середина от первого каравая. Я просто здесь отломила все эти булочки. Такая мягкая, ароматная получается выпечка. Для украшения я беру примерно 200 грамм мастики, сахарной массы. Я окрасила ее пищевым красителем, цвет янтарные украсители. Буквально дотронулась слегка половиной капельки этого красителя до мастики. Лучше окрашивать маленькую часть мастики, а потом уже вмешивать именно окрашенную мастику в белую мастику. Делаю сейчас основание для солонки, куда потом будет ставиться такая маленькая рюмочка с солью. Или емкость какая-то с солью. Примерно 6 сантиметров в диаметре у меня вот эта моя импровизированная солонка. Мастика здесь у меня примерно 200 грамм мне понадобилось общей массы мастики на украшение всего этого каравая. Раскатываю сейчас тонко достаточно для цветов и для листьев. Здесь я делюсь с вами именно вот таким способом украшения каравая, беспроигрышным, я бы сказала, способом, который получается всегда идеально ровно, красиво и сразу. То есть даже у новичка все получится сразу и без проблем. Главное здесь купить мастику, либо сделать ее самим. В интернете огромное количество видео, как делается мастика. Цветочную мастику также можно изготовить, но лучше, конечно, купить. В наше время она продается в каждом кондитерском магазине. Ее можно также заранее заказать в интернете, у кого в городе нет кондитерских магазинов. Но, по-моему, сейчас в каждой стране мира есть вот такие кондитерские магазины, и вырубки есть, которыми я сейчас пользуюсь, самые элементарные. Такие вырубки продаются даже в магазинах для рукоделия, в каких-то магазинах с дешевыми товарами, в больших супермаркетах, где продается все для выпечки в таких отделах. Поэтому я и показываю здесь самый элементарный набор инструментов для работы. Вот такой вайнер, это вот этот розовый предмет, которым я сейчас делаю оттиск на цветах. Можно им здесь не пользоваться. Можно также все это сделать фигурной вилочкой, и также эти цветы приобретут у вас такой некий рисунок. Здесь сам каравай у меня в диаметре практически 32 сантиметра. Подложку я взяла 28 сантиметров. Противень у меня 32 на 42 сантиметра, на котором я все это выпекала. Подложку я взяла намеренно золотого цвета, потому что она сливается с цветом каравая, и ее как бы не видно. Но каравай держится очень хорошо. Креплю все на белый шоколад. Растопила белый шоколад. На украшение всего каравая достаточно будет всего 50 грамм шоколада. Здесь у меня чуть побольше, но просто для показа в видео. Листья. Мне понадобится 27 листьев на украшение данного каравая. Ни в коем случае не высушиваю заранее, чтобы они хорошо ложились и приобретали форму именно изгибов самого каравая. Как я уже сказала, в той части видео по выпечке вы можете вот эти две оставшиеся булочки использовать. Одну сверху, чтобы положить на центральный колобок, а вторую на маленькие такие шарики и положить их между вот этими вот булочками, которые обрамляют этот колобок. Это и была, по идее, такая задумка изначально, и тогда у вас он будет более помпезно смотреться, более высоко и более богатый этот каравай. Но я показываю вообще здесь элементарный, самый элементарный вариант. Здесь у меня простейший молд для розочек. Мастика цветочная, поэтому сразу у меня эти розочки уже готовые. Если же у вас мастика не цветочная, следует эти розочки будет минут 15, полчаса подержать в морозилке. И тогда только их оттуда извлекать. Делаю 2 сердечка, так как мне каравай нужен был на свадьбу. Также вырубаются они очень просто. Ставлю основание для солонки. Украшаю по своему желанию, как хочу здесь. Можно вообще ничем не украшать, но украшаю розочками и маленькими цветочками.
Делается это все элементарно просто. Коричневый краситель, если у кого-то есть, если нет у вас цвета вот именно янтарного, как у меня, можно взять коричневый, полкапельки красного, полкапельки желтого смешать, намешать просто себе такой цвет и по маленькой массе мастики окрашивать и потом вмешивать уже в белый цвет, чтобы вам смотреть, чтобы вам не ошибиться с цветом. Я, конечно, с глубоким уважением отношусь к тем людям, которые украшают каравай украшениями из теста, из различного теста. Но когда нет абсолютно никакого опыта, как вот в этом видео я показываю для новичков, и когда нужен каравай и нужен красивый, потому что всем сейчас главное это сделать фото, чтобы все это осталось на память. И вместо того, чтобы мучиться с украшениями из теста и сделать все равно некачественную в окончательном результате работу, лучше, я считаю, сделать вот такое роскошное украшение из мастики, недорогое, простое в исполнении, но которое смотрится прилично, качественно и достойно, самое главное. Поэтому я и делюсь с вами здесь таким вариантом. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.